Привет, ARMY. Добро пожаловать обратно на мой канал, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От сенсационных новостей до трогательных моментов, у нас есть все, что вам нужно. Не забудьте нажать кнопку подписки и оставаться с нами, потому что контент о BTS уже в пути. Никто не был готов к этому. Всего за несколько секунд на Weverse Live Джанкук и В сделали нечто такое тонкое, но мощное, что ARMY мгновенно замолчали, а потом взорвались. Один взгляд, одна реакция, один момент, который вновь разжег слухи о Тикук. Это было случайностью или посланием? По мере того, как Weverse Live продолжался, атмосфера медленно изменилась неожиданным образом. То, что началось как обычное взаимодействие, мгновенно стало ощущаться тяжелее, значимее. Выражения лица Джанкук изменились тонко. Его обычная игривая энергия сменилась тихим вниманием в момент, когда заговорил Ви. Это не было драматичным. Не было громким, но именно поэтому ARMY заметили. Тишина, в конце концов, часто говорит больше, чем слово. Тон Ви был спокойным, почти нежным. Но за ним чувствовалась неоспоримая значимость. Джанкук не перебивал. Не отшутился. Вместо этого он слушал полностью, глубоко, словно в тот момент ничего другого не имело значения. Фанаты пересматривали клип снова и снова, анализируя каждое микровыражение, каждую паузу, каждый вздох. Был ли Джанкук удивлен, эмоционален или просто застигнут врасплох чем-то глубоко личным? Затем наступил момент, который действительно отправил волны шока по фандому. Взгляд, краткий, почти мимолетный, но достаточно интенсивный, чтобы поджечь социальные сети. Это был взгляд, который казался ненаигранным, сырым и интимным. Никакого фан-сервиса, никакого преувеличения, просто два человека, делящиеся моментом, который казался настоящим. Через несколько минут ленты заполнились одним и тем же вопросом: почему это ощущалось иначе? То, что сделало этот Weverse Live особенно мощным, это то, что не было сказано. Ни разъяснений, ни шуток, чтобы разрядить напряжение, ни немедленного смены настроения. Трансляция продолжилась, но ARMY нет. Спекуляции распространились быстро, не только из-за фантазии, но потому что это не был первый раз, когда фанаты чувствовали такой эмоциональный подтекст между Джанкук и староверы ARMY не могли не соединить точки. Прошлые интервью, старые закулисные клипы, тихие жесты, которые раньше оставались незамеченными, теперь всплывали с новым смыслом. Этот момент стал напоминанием о том, почему слухи о Тикук никогда полностью не исчезают. Не из-за смелых действий, а из-за последовательности этих тонких, эмоционально заряженных взаимодействий. К концу трансляции одно стало ясно: что-то сдвинулось. Будь то уязвимость, комфорт или просто глубокая связь, ARMY почувствовали это мгновенно. И Джанкук с Ви вновь доказали, что иногда самые маленькие моменты оставляют самый большой след, достаточно сильный, чтобы потрясти фандом и разжечь вопросы, которые никто никогда полностью не перестает задавать. Даже после окончания трансляции ощущение осталось висеть в воздухе, как недосказанная фраза. Фанаты не просто вышли из эфира. Они остались, пересматривая клипы, замедляя кадры, прислушиваясь к тонам и паузам, которые внезапно показались намеренными. Это не был хаос от преувеличения, а любопытство, подпитанное эмоциями. Что-то в этом моменте отказывалось угасать. Самое заметное, насколько естественно все выглядело. Никакого выступления, никакой очевидной попытки создать хайп. Реакции Джанкук были беззащитными, почти инстинктивными, в то время как Ви держался с тихой уверенностью, намекающей на знакомость и комфорт. То, как Джанкук слегка наклонился вперед, то, как Ви говорил без колебаний, создало невысказанную связь, которая казалась глубже простой взаимодействия на камеру. ARMY снова начали замечать паттерны. Похожие моменты из прошлых лет всплыли на поверхность. Моменты, которые раньше казались незначительными, теперь выглядели пугающе последовательными. То, как Джанкук часто смягчается рядом с Ви. То, как Ви, кажется, заземляет Джанкук без усилий.
Этот Уиверс Лайф не начал слухи. Он напомнил всем, почему они никогда полностью не исчезают. То, что сделало ситуацию еще интенсивнее, это тайминг. В эпоху, когда каждый шаг внимательно отслеживается, этот момент проскользнул нетронутым, сырым и нефильтрованным. Ни немедленных объяснений, ни заявлений, только тишина. А иногда тишина – самый громкий ответ. Некоторые фанаты описали момент как утешительный, другие – как эмоциональный, а некоторые даже как горько-сладкий. Но почти все согласились в одном – он казался искренним. Не отрепетированным, не вынужденным. Просто два человека, делящиеся пространством, где стены на миг опустились. По мере распространения обсуждений по платформам один вопрос эхом звучал громче всех. Если это ничего не значило, почему это ощущалось как все? И пока Джан Кук и Вэй не решат объяснить, или не решат не объяснять, момент будет жить, бесконечно крутясь в умах ARMY, тихо поддерживая разговор о Тикук. И чем чаще фанаты возвращались к моменту, тем яснее становилось, что дело не в одном взгляде или нескольких словах. Это было о контексте, об истории, о связи, которая тихо наблюдалась годами и всплыла в неожиданный момент. Этот Уиверс Лайф не кричал за внимание, но завладел им без усилий, именно потому, что казался нефильтрованным. Язык тела Джан Кук рассказал свою историю. То, как сузился его фокус, как его улыбка угасла в нечто более мягкое, задумчивое. Словно он на миг забыл о зрителях, реагируя не как айдол, а как человек, эмоционально присутствующий в разговоре. Ви, напротив, выглядел собранным, но глубоко осознанным. Его слова были взвешенными, присутствие устойчивым, почти успокаивающим. ARMY заметили, как энергия между ними тонко перестроила саму трансляцию. Темп замедлился, настроение изменилось. Даже зрители, которые не искали смысла, признали, что что-то ощущалось иначе. Это не было драматическим напряжением. Это была эмоциональная гравитация, та, что притягивает внимание без силы. То, что по-настоящему усилило эффект – отсутствие отрицания. Раньше такие моменты часто следовали смехом или быстрым сменой темы. На этот раз ничего подобного. Момент был оставлен существовать сам по себе, нетронутым, неразрешенным. А неразрешенные моменты живут гораздо дольше объясненных. По мере прохождения часов появлялись монтажные клипы. Треды становились длиннее, обсуждения глубже. Не громче, а более рефлексивными. Фанаты спрашивали не только, что произошло. Они спрашивали, в конце концов, возможно, именно поэтому этот момент так сильно потряс ARMY. Дело не в доказывании слуха верным или неверным. Речь о свидетельстве связи, которая казалась искренней, многослойной и долговечной. И пока время не даст ясности или не предложит больше таких моментов, ARMY будут помнить эту трансляцию как еще одну тихую главу в истории, которая никогда не кажется полностью законченной. И все же, даже когда обсуждение продолжало расти, под ним было удивительное спокойствие. Не паника, не возмущение, просто коллективная пауза. Словно ARMY инстинктивно понимали, что это момент, предназначенный для ощущения, а не объяснения. Некоторые моменты не требуют ответов. Они просто оставляют впечатление. И этот оставил глубокое. То, что осталось дольше всего – эмоциональный контраст. Джан Кук, известный своей яркой, выразительной энергией, выглядел более интроспективным, почти уязвимым. Ви, обычно игривый или артистичный по-своему, нес тихую устойчивость, которая удерживала взаимодействие. Вместе они создали баланс, который казался интимным без усилий. И эта легкость сделала его таким притягательным. Фанаты начали размышлять не только о Тикук, но и о связи как таковой, как эволюционируют узы, как комфорт проявляется тонко, как знакомство не всегда нуждается в словах. Этот момент ощущался не как искра, а как эхо. Что-то, что существовало задолго, да и просто всплыло в нужный момент. По мере прохождения дней придет новый контент. Заголовки сменятся, внимание сместится, как всегда. Но этот Уиверс Лайф останется в памяти как закладка.
Не потому, что был громким или спорным, а потому, что был тихим и честным. Напоминание, что иногда самые сильные эмоции – те, что едва видны. И, возможно, именно поэтому AR-MUI так потрясло. Не только из-за слухов, но потому что на миг экран не казался барьером. Он стал окном, дающим взгляд на что-то настоящее, человеческое. Будь то совпадение или связь, это ощущение нельзя отменить. И однажды почувствовав, невозможно забыть. По мере движения времени значение этого момента продолжало эволюционировать в умах AR-MUI. То, что начиналось как шок, медленно превратилось в размышление. Фанаты осознали, что сила взаимодействия коренится не в драме, а в знакомости, той, что строится через общую историю, доверие и бесчисленные невидимые моменты за кулисами. Тихие реакции Джанкук стали фокусом обсуждений. Он не пытался контролировать нарратив или переключить внимание. Вместо этого он оставался присутствующим, позволяя моменту развиваться естественно. Эта открытость казалась редкой, особенно в пространстве, где каждая секунда обычно фильтруется через осознанность аудитории. Это сделало взаимодействие менее похожим на контент и более, на жизнь, просочившуюся сквозь трещины экрана. Присутствие Ви добавило еще один слой. В его речи чувствовалась уверенность, не показная, не преувеличенная, а укорененная. Казалось, он знает Джанкук достаточно хорошо, чтобы говорить свободно без страха неправильной интерпретации в тот момент. И, возможно, именно это резонировало сильнее всего. Два человека, общающиеся с легкостью, намекающие на глубокое понимание, а не расчет. По мере того, как фанаты пересматривали старые клипы, интервью и общие воспоминания, вырисовывался паттерн. Не доказательство, не подтверждение, а непрерывность. Моменты тихой поддержки, обмен взглядами во время хаотичных графиков, комфорт, показанный слишком мелко, чтобы быть сценарием. Этот Weavers Life не существовал в изоляции. Он вписывался в большую мозаику, которую фанаты наблюдали годами. Также выделялось, как момент объединил AR-MUI неожиданным образом. Вместо жарких споров – эмпатия. Вместо громких выводов – вдумчивые разговоры. Многие фанаты признали, что независимо от ярлыков или слухов, они стали свидетелями настоящей человеческой связи, и это само по себе значимо. В мире, движимом мгновенными объяснениями и вирусными выводами, этот момент сопротивлялся определению. Он оставался мягко очерченным, открытым и, возможно, именно поэтому оставался мощным. Он позволял фанатам чувствовать, не диктуя, что думать, наблюдать, не заставляя судить. Долго после того, как трансляция исчезла из трендов, ее эмоциональный отпечаток остался. Это стал один из тех моментов, которые фанаты упоминают тихо не как доказательство, а как воспоминание, напоминание, что за сценами, славой и экранами растут настоящие узы способами, которые мы можем никогда полностью не увидеть. И так глава закрылась не ответами, а пониманием. Иногда самые impactful моменты не те, что мгновенно меняют все, а те, что мягко напоминают, почему мы продолжаем смотреть, заботиться и почему определенные связи, какими бы тонкими ни были, продолжают резонировать долго после того, как экран гаснет. Даже сейчас этот единственный момент продолжает дышать сам по себе. Отдельно от ленты трендовых тегов, он живет в тихих пространствах между пересмотрами, между поздними мыслями, между разговорами, начинающимися с «ты заметил» и заканчивающимися без ясного вывода. И, возможно, именно там его место. То, что делает такие моменты вечными, не уверенность, а эмоция. AR-MUI не реагировали, потому что им сказали чувствовать. Они реагировали, потому что чувствовали. Связь ощущалась интуитивной, почти инстинктивной. Она не просила подтверждения и не давала объяснений. Она просто существовала, устойчивой и неоспоримой в своей тонкости. Джанкук и В всегда делили динамику, которая не поддается простым ярлыкам. Иногда игривая, иногда отдаленная, иногда глубоко согласованная. Этот Weavers Life запечатлел версию этой динамики, которая казалась зрелой: меньше возбуждения, больше о присутствии, меньше о показе, больше о бытии.
И для многих фанатов эта эволюция была столь же impactful, как сам момент. Есть ощущение, что это взаимодействие отразило рост не только как артистов, но как людей, прошедших долгий путь вместе. Общий опыт формирует коммуникацию, делая слова ненужными. Взгляд, пауза, смена тона могут нести целые разговоры. И AR/MY мгновенно узнали этот язык. По мере того, как спекуляции утихают, остается признательность. Признательность за аутентичность в индустрии, построенной на выступлениях. За уязвимость, просачивающуюся, когда опускаются защиты. И за связь, которая независимо от интерпретации кажется, и по мере того, как это эхо продолжается, оно медленно становится частью большего эмоционального таймлайна, который фанаты несут с собой. Не громко объявленного, а тихо понятого. Такого воспоминания, что всплывает неожиданно, когда появляется старый клип, когда знакомая улыбка мелькает на экране, когда тишина ощущается тяжелее слов. Этот Weavers Life присоединяется к коллекции моментов, которые не требуют внимания, но никогда его не теряют. О чем многие AR/MY размышляли, насколько редка такая тишина в прямой трансляции. Лайвы обычно полны энергии, шуток, постоянного движения. Но здесь тишина взяла верх, и вместо неловкости она ощущалась интимной. Джанкук не спешил заполнить пространство. Винни смягчил момент юмором. Они позволили ему дышать. И в этом позволили зрителям почувствовать себя ближе, а не дальше. Также чувствовалось взаимное уважение, встроенное во взаимодействие. Никто не затмевал другого. Никто не пытался контролировать момент. Он казался сбалансированным, равным, укорененным в доверии. Такой баланс не достигается легко, особенно под публичным прицелом, и его присутствие говорило объемы без слов. По мере того, как разговоры медленно смещались от спекуляций к интроспекции, многие фанаты признали, что момент напомнил им, почему они влюбились в BTS в первый раз. Не из-за совершенства, а из-за искренности, из-за уз, которые ощущаются прожитыми, сформированными временем и общим опытом, а не только выступлением. В конце концов, эта глава не переписывает историю. Она просто добавляет глубину той, что тихо разворачивалась годами. Напоминание, что связь не всегда приходит с ответами. Иногда она приходит как ощущение, что мягко оседает и остается. И так AR/MY движется вперед, неся этот момент не как доказательство, не как подтверждение, а как нечто мягче и, возможно, значимее, тихое напоминание, что за каждым экраном, каждым лайвом, каждым мимолетным взаимодействием стоят настоящие эмоции. Эмоции, которые не нуждаются в объяснениях, чтобы быть почувствованными, и однажды почувствованные, никогда не уходят полностью. И, возможно, самая показательная часть, насколько естественно AR/MY приняли неоднозначность. Не было спешки навязывать смысл там, где его не дали. Не было urgency приклеивать ярлыки к эмоциям, явно сложным. Вместо этого фанаты, казалось, понимали, что некоторые связи не предназначены для расшифровки в один момент. Они разворачиваются медленно, раскрываясь фрагментами, понимаемыми со временем, а не доказываемыми напрямую. Этот Weavers Life стал одним из таких фрагментов. Пауза в шуме, напоминание, что не каждое значимое взаимодействие приходит с заголовка достойным действием. Иногда это способ, как дается внимание, как делится пространство, как тишина ощущается комфортной, а не пустой. Джанкук и В разделили такое пространство, и AR/MY почувствовали это мгновенно. По мере того, как обсуждения угасали с прожекторов и перемещались в тихие уголки фандома, тон сместился от возбуждения к признательности за рост, за зрелость, за тип связи, что не полагается на постоянные заверения. Многие фанаты отметили, насколько это ощущалось иначе по сравнению с ранними годами. Не слабее, а глубже, менее выразительно на поверхности, но тяжелее по эмоциональному весу. И именно это сделало главу резонирующей за пределами слухов. Не о «снова» или «еще раз», о непрерывности. О двух людях, шедших бок о бок через интенсивные годы, эволюционирующих индивидуально, но оставаясь связанными способами, не всегда видимыми.
Со временем придут новые моменты, новые лайвы, новые взаимодействия, новые истории для ARMY, чтобы смотреть и чувствовать. Но этот останется тихо отличным. Не потому, что требовал внимания, а потому, что заслужил его без просьб. Итак, глава не закрывается уверенностью. Она закрывается спокойствием, с общим пониманием, что некоторые моменты значимы именно своей тонкостью. И пока Джанкук и В продолжают делить эти незащищенные секунды, какими бы редкими или краткими не были, ARMY продолжит замечать, не громко, не отчаянно, а с тихим узнаванием, что нечто настоящее, человеческое разворачивается прямо перед ними. И по мере того, как это узнавание оседает, оно начинает ощущаться меньше как спекуляция и больше как общая осознанность. ARMY не нуждались в подтверждении, чтобы понять вес увиденного. Эмоция говорила сама за себя, мягко, но твердо проходя через фандом, напоминая всем, что некоторые связи не нуждаются в определении, чтобы быть почувствованными глубоко. Также чувствовалась защита вокруг момента. Многие фанаты тщательно выбирали слова не из неуверенности, а из уважения. Уважение к границам. Уважение к росту. Уважение к идее, что все, что существует между Джанкук и В, принадлежит прежде всего им, а не публичной интерпретации. Огромное спасибо за просмотр сегодняшнего обновления о BTS. Если вам понравилось погружение во все последние моменты, истории и закулисные детали, не уходите пока. Ваша поддержка действительно помогает каналу расти и позволяет нам продолжать приносить вам обновления в реальном времени, эмоциональные истории и глубокие разборы всего, что происходит во вселенной BTS. Так что, если еще не сделали, нажмите кнопку подписки и включите уведомления, чтобы не пропустить ни одного момента. Будь то камбэк, неожиданное появление или история, о которой фандом не может перестать говорить, это Кбосс Апдейт, и увидимся в следующем видео с еще большим контентом о BTS, который вы не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь с нами.